Madem boşanmayacaktın, kağıtları neden imzaladın? Demir sana yaptığı teklifi babana da söylemiş. Dağ gibi oğluma kıyacaklar. Kurtar Zerrin. Ben söyleyeyim. Çünkü çok canın yandı değil mi? Sen de onun canını yakmak istedin. Tamam, seninle evleneceğim. Bilmen gereken bir şey var ama. Çünkü artık Alya'nın da sana karşı kayıtsız kalmadığını sen de farkındasın. Yapma! Boşanmayın ne olur. Yıkmayın yuvanızı. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Совершенно очевидно, что Джихан не хочет разводиться с Алией и полон решимости бороться за сохранение своего брака с ней. Когда Аля продлила протокол о разводе, Джихан подписался так, как будто бы согласился внешне, но эта подпись показывает, что Джихан ведет внутреннюю войну и на самом деле не хочет терять Алю. Джихан делает это, потому что он не хочет затягивать ситуацию перед Майн, даже когда подписывает этот протокол, но тот факт, что он идет за Алией и заявляет, что не намерен разводиться с ней, на самом деле является признаком того, что Джихан не смог ясно выразить свои чувства к Алие на протяжении всего этого процесса. Очевидно, что Джихан попытается отговорить Алью от развода. Однако неуверенность Алии еще больше затрудняет усилия Джихана. Аля эмоционально отстранена, потому что она застряла на прошлом Джихана с Майн. Когда Джихан поймет, почему Аля так себя чувствует, и узнает о предложении, которое она получила от своей матери, Садакат Ханем, для Джихана это станет новым испытанием. Джихан очень разозлится, когда узнает, что его мать Садакат Ханем предложила Алие расторгнуть их брак и перевести ее в особняк. Это предложение Гэжи Садакат является частью ее планов по саботажу отношений и брака Джихана с Алией. Эта ситуация сделает Джихана еще более амбициозным и ужесточит его позицию в отношении Садакат Ханем. Попытки Гэжи Садакат разлучить Алию и Джихана приведут к серьезному конфликту Джихана с его матерью. Джихан сделает своей матери жесткое предупреждение, сказав: «Не вмешивайся в мой брак, я не хочу, чтобы ты разговаривала с Алией». Несмотря на то, что госпожа Садакат не воспримет это предупреждение всерьез и продолжит строить собственные планы, гнев Джихана по отношению к ней и его инстинкт защитить Алью станут в этот момент еще более очевидными. Госпожа Садакат продолжит пробовать другие способы развести Джихана и Алию. Не исключено, что она попытается оказать давление на Алю, используя ее внука Барана. Эти планы госпожи Садакат втянут Джихана и Алию в еще более трудный период. Похоже, что госпожа Садакат продолжит втягивать своих детей в несчастье, будучи упрямой и склонной к манипуляциям личностью. Однако на данном этапе процесс принятия окончательного решения о разводе Алии будет противоречить планам Гэжи Садакат. В то время как Аля старается держаться подальше от Джихана, она также начинает пересматривать решение не разводиться с ним из-за настойчивых просьб служащих особняка. Поскольку решения Алии становятся все более сложными, она может пересмотреть свои чувства к Джихану. Становится ясно, что Джихану трудно признаться в любви к Алие, но именно эта любовь является истинной движущей силой всего. Промедление Джихана с признанием в своих чувствах к Алие еще больше осложняет их отношения. У Алии по-прежнему возникают проблемы с доверием в этих отношениях, поскольку она не может ясно понять чувства Джихана к ней. Однако Джихану в конце концов придется признаться Алие в любви. Преданность и любовь Джихана к Алие проявятся еще больше во время бракоразводного процесса. Глубокая любовь Джихана к Алие также ускорит его решение полностью разорвать отношения с Майн. Майн втайне радуется, думая, что Джихан разведется, и надеется, что он уйдет от Алии. Однако надежды Майн рухнут, когда она поймет, что Джихан по-настоящему любит Алью. Если Джихан скажет Майн: «Эти отношения окончены», это будет для Майн горькой правдой. Майя будет очень разочарована, когда поймет, что Джихан развелся с Алией не для того, чтобы заставить ее страдать, а что он действительно любил Алью. Майне будет трудно разорвать отношения с Джиханом. Однако Джихан ясно скажет Майн, что у него нет с ней будущего, и полностью отдалится от нее.
Пока Мань сталкивается с этой правдой, она не отпустит свои чувства к Джихану, но когда она увидит, насколько Джихан полон решимости в своем решении, она будет вынуждена отступить. Другим важным конфликтным моментом в истории является то, что Зерин соглашается выйти замуж за Демира и что этот брак – жертва ради спасения Шахина. Приняв решение о замужестве, Зерин пытается спасти и свое будущее, и свободу Шахина. Однако в этом процессе ее прошлое с Каей и ее признание этой правды Демиру изменит ход событий. Когда Зерин признается Демиру в своих отношениях с Каей, реакция Демира поначалу может быть негативной. Однако Демир может попытаться использовать эту ситуацию в своих интересах и составить план полного обезвреживания Каи. Шок и гнев, который испытает Кая, узнав, что Зерин вышла замуж за Демира, подтолкнут ее к еще большим действиям. Несмотря на то, что Кая пытается отговорить Зерин от этого брака, ее руки будут связаны перед лицом власти Демира. Нари оказалась в очень сложной ситуации, оказавшись между своим старшим братом Джиханом и своей большой любовью Шахином. Хотя Нари не отрицает своей любви к Шахину, она осознает, что не может предать брата. Выбор Нари своего брата в этом конфликте глубоко ранит Шахина и, возможно, приведет отношения между ними к точке невозврата. Брак Джихана и Алии формируется не только под влиянием их эмоциональных конфликтов, но и внутрисемейных интриг и личных интересов. Планы Садакат Ханем, одержимость Мини Джиханом и отношения Зерин и Демира еще больше осложняют ход событий. Могут ли отношения Алии и Джихана иметь счастливый конец, или эти интриги станут причиной их разлуки? Мы с нетерпением будем ждать следующую серию, чтобы узнать ответы на эти вопросы. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.